Львица просит фотографа о помощи. Он в шоке, когда узнает, почему. Джордж был потрясен, когда львица подошла к нему сзади. Он находился в саванне, чтобы сделать несколько снимков для своего документального фильма. Он увидел, что львица не была агрессивна по отношению к нему. Казалось, что ей нужна помощь. Он решил последовать за ней. И тут он увидел это. Джордж не мог поверить своим глазам, когда увидел льва вдалеке. Он выглядел очень странно, его живот был полностью раздут. Джордж немедленно позвонил местному ветеринару, которая не знала, с чем столкнулась, она никогда раньше не видела ничего подобного. Сделав УЗИ, она немедленно вызвала полицию. Когда ветеринар позвонила в полицию, ей сказали, что они немедленно выезжают. Этому льву требовалась особая помощь, не только ветеринара. Льву нужна была операция, так как в его животе явно происходило что-то странное. Это могла быть даже ситуация жизни и смерти. Когда полиция наконец прибыла, они помогли ветеринару усыпить теперь уже почти безжизненного гигантского льва. Но полиция не только помогла ветеринару, они также подошли к рейнджеру. «Сэр, вам нужно пойти с нами, это важно». Джордж был в шоке. Что он сделал не так? Джордж ответил на вопросы о себе и о льве. Он уже несколько лет работал рейнджером, охраняя животных. Когда он закончил отвечать на все вопросы, он услышал недоверие из операционной. «Я не могу в это поверить», — сказал ветеринар. Но что же нашел ветеринар внутри льва, что так его удивило? Уже почти год Джордж наблюдал за львами в этом районе. Как рейнджеру ему поручено защищать животных от любого вреда. В последнее время это было нелегко. В заповеднике было замечено множество браконьеров и других сомнительных личностей. Это был медленный и трудный процесс для Джорджа и других рейнджеров. Обеспечить безопасность каждого животного из-за нехватки людей и постоянной опасности саванны. Эта комбинация была очень тяжелой для всех участников. Их работодатель продолжает оказывать на рейнджеров еще большее давление, но они не могут справиться со всей ситуацией. Многие посторонние тоже это заметили и воспользовались этим, что делает все еще более опасным. Джордж начал приближаться ко льву. Ему было немного страшно, но любовь к животным оказалась сильнее. Он должен был выяснить, что происходит. Он не мог просто так бросить льва. Он решил вызвать подкрепление из других рейнджеров. Когда Джордж поговорил со своим начальником, сомнений не было. Нужно было действовать немедленно. Они должны были спасти животное от того, что вызывало вздутие живота. Джордж определенно должен был действовать быстро. Когда быстро прибыли другие рейнджеры, Джордж начал медленно приближаться ко льву. Львы — гордые животные, поэтому он понятия не имел, как тот отреагирует на Джорджа. Затем он повернулся к Джорджу. Сердце Джорджа на минуту замерло. Неужели лев собирается на него напасть? «Назад!» — закричали другие рейнджеры. Они предупредили Джорджа, что лев в таком состоянии может вести себя агрессивно, пытаясь защитить себя, если почувствует угрозу. Поэтому рейнджеры придумали другое решение. Рейнджеры решили, что им нужно кому-то позвонить и попытаться связаться с ближайшим ветеринаром. Когда разговор с ветеринаром закончился, звонивший рейнджер был в полном шоке. Ветеринар сказала, что рейнджеры должны покинуть непосредственную близость от льва, иначе он обязательно на них нападет. Она попросила рейнджеров сделать одну вещь, прежде чем она сможет лечить льва — усыпить его, чтобы они могли посмотреть поближе. Джордж убедился, что он и рейнджеры обезопасили территорию, чтобы ветеринар могла безопасно приблизиться. Джордж
взял на себя задачу усыпить льва. Он нашел его, поэтому хотел убедиться, что все пройдет максимально гладко. Удача была на стороне рейнджеров. Лев был очень быстро усыплен и, казалось, не сопротивлялся. Возможно, лев действительно хотел, чтобы ему помогли, так как он не проявлял никаких признаков сопротивления или желания напасть на рейнджеров. Теперь рейнджеры могли ясно видеть, где на теле льва находилась выпуклость. Джордж перезвонил ветеринару, который еще не было на месте, чтобы сообщить об их находке. Рейнджерам было любопытно, что им делать дальше, но затем тон ветеринара сразу же изменился после того, как она услышала, где находится выпуклость. Выпуклость находилась в очень специфическом месте на теле, в начале желудка, что означало, что это, вероятно, не может пройти дальше по телу льва. Но что могло быть внутри этого льва? Лев явно проглотил что-то, чего не должен был, и, вероятно, ему требовалась немедленная операция, если он хотел выжить. Терять было нельзя ни минуты. На месте рейнджеры также боролись со временем, пока ждали ветеринара. Их страх стал явью, действие успокоительного на льва закончилось, и он не собирался оставаться на своем текущем месте. Он ждал достаточно долго и пытался снова начать двигаться. Рейнджеры не знали, что делать дальше. Некоторые рейнджеры хотели просто отпустить его, так как это означало, что они наконец-то смогут вернуться домой. Почему они вообще так сильно заботились о льве? Это было просто животное, которое, вероятно, съело что-то не то. Среди группы не было единого мнения. Другие приняли слова ветеринара близко к сердцу и знали, что если они отпустят льва сейчас, он наверняка умрет. К счастью для льва и ветеринара, эта группа была в подавляющем большинстве. Лев все еще двигался очень медленно, поэтому рейнджеры смогли заблокировать ему пути обратно в глубины саванны своими джипами. Они не могли снова усыпить животное, потому что использовали все свои успокоительные. У ветеринара была с собой доза, но им приходилось тянуть время для нее. Они не могли полностью окружить льва, поэтому им приходилось продолжать двигаться, чтобы блокировать путь льва. Животное явно раздражалось из-за этого, и рейнджерам приходилось быть осторожными. Рейнджеры начали беспокоиться, правильно ли они поступают. Лев такого размера, даже если он был не в лучшем состоянии, мог легко убить любого из них, если бы добрался до них. Рейнджеры понимали, что они должны доверять друг другу. Это стало командным усилием, когда даже те люди, которые хотели отпустить льва, помогали. Когда ветеринар наконец прибыла на место, лев все еще лежал на том же месте, где его держали рейнджеры, но становилось все более очевидным, что это продлится недолго, так как к этому моменту лев стал действительно агрессивным. Рейнджеры даже не хотели убирать свои джипы, которые они поставили там, чтобы удерживать льва на месте. Но лев мгновенно нацелился на рейнджеров, которые все еще были в своих джипах. У многих рейнджеров уже было несколько опасных моментов, но страх перед львом возрос до небывалого максимума. Теперь некоторые рейнджеры отогнали свои джипы подальше от льва. Они не хотели пострадать. Ветеринару нужно было действовать быстро, и она знала, что единственный шанс здесь — это быстро усыпить льва. Но усыпление льва не обходилось без определенных рисков. Всегда был риск, что лев может не проснуться от этого, учитывая состояние, в котором он, как описывалось, находился. Но видя, как он активно пытается напасть на рейнджеров, у доктора была уверенность, что он переживет инъекцию.
Оставалось только подойти ко льву с транквилизаторами. Ветеринар подождала, пока лев повернет голову в другую сторону. После этого она медленно подошла ко льву и быстро ввела успокоительное в нижнюю часть тела льва. Теперь им нужно было подождать, пока лев не будет полностью усыплен. В течение следующих нескольких минут он замедлялся все больше и больше, и ветеринар смогла сделать льву еще пару инъекций успокоительного, которые были необходимы для того, чтобы лев такого размера полностью отключился. Через некоторое время лев полностью отключился. Некоторые рейнджеры упали на колени от истощения, и их пульс наконец-то немного вернулся в норму. К этому времени они уже несколько раз сталкивались с возможной смертью, поэтому испытали облегчение от того, что выжили. Теперь ветеринар могла наконец обратить свое внимание на большую выпуклость на льве, ради которой она, собственно, и приехала. Она достает свой хирургический набор из большого джипа из штаб-квартиры рейнджеров и готовит его к работе. Сначала она решила сделать УЗИ. Посмотрев на УЗИ, она немедленно позвонила в полицию. У нее возникли подозрения в странной деятельности. Полиция, по-видимому, уже была в этом районе, чтобы помочь с операцией. Джорджу сначала пришлось ответить на несколько вопросов. Почему он? Ветеринар быстро подтверждает свои подозрения, что объект застрял на входе в желудок льва, ощупав его тело. Объект, застрявший в его теле, был чем-то, что лев проглотил и что не могло быть расщеплено пищеварительной системой. На данный момент ветеринар могла сделать только одно. Ничего не оставалось, кроме как осторожно разрезать льва и достать из него объект. Но хирургия всегда сопряжена с риском, особенно если эта операция должна проводиться посреди саванны. Но другого выхода нет. С величайшей точностью и осторожностью ветеринар разрезает льва вдоль выпуклости, и после прохождения через кожу, мышцы и пищевод источник выпуклости, наконец, открывается всем. Но это оказывается не тем, чего они ожидали. Из льва достали кусок мяса, который не переварился должным образом, что и вызвало отек. Внутри мяса было что-то очень подозрительное, что сначала сбило ветеринара с толку. Вот почему Джорджу пришлось отвечать полиции. Внутри мяса было что-то светящееся. Внутри мяса был встроен небольшой микрочип. Удалив чип, ветеринар быстро начинает снова зашивать льва. Пока она это делает, она также убеждается, что со львом больше ничего не случилось, и он кажется здоровым. Она предсказывает, что он в кратчайшие сроки вернется в форму. Льву требуется несколько минут, чтобы проснуться. Сначала он все еще ошеломлен и сбит с толку, но через некоторое время начинает уходить намного быстрее, чем до операции. После того, как лев снова скрылся в саванне, ветеринару оставалось сделать еще одну вещь. Она поблагодарила рейнджеров за их невероятные усилия по обеспечению безопасности льва и самих себя. После этого она вернулась в город, где ее ждут другие пациенты. Чтобы убедиться, что со львом все в порядке, ветеринар сделала последнее. Она попросила Джорджа информировать ее о перемещениях льва. Джордж будет присматривать за львом для нее. Полиция позаботилась о том, чтобы ответственные браконьеры были пойманы. Им действительно удалось арестовать всю организацию. Животные снова будут в безопасности. Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях, ставьте лайк видео и подписывайтесь. Увидимся в следующий раз.